Здравствуйте, дорогие друзья. Купила себе УАЗ Патриот на автомате. Все дела. Купил в конце октября, по-моему, или в середине ноября. Проехал вот сейчас 7800 уже. Ну а что могу сказать? Машина нравится, расход, конечно, конский. Что не сказать тут. Сервис, конечно, нулевой. Такой звук постоянно, короче. Либо ты не пристегнул ремни безопасности, либо у тебя бензин. Я его постоянно слышу. Постоянно. Как ни звони, как ни сяду, только не отъеду, сразу этот звук. Сразу бензина нет. Поэтому из дома я выезжаю через заправку обычно. 92-й хавает нормально. Вот. Ну что сказать, ну УАЗик есть УАЗик. Конечно, у меня была до этого Приора, ну люксовая полная. Вот. Говорил, что не сяду я за российский автопром, но тем не менее сел. Вот. Ну, что хочу вам рассказать, повествовать о том, что как машина нормально, нравится, все. Ну тоже, тут как бы тоже надо делать свои скидки, потому что за лям, я взял за лям 300, получается. Вот, и то я там месяц ходил, торговался. Вот. В итоге получается, что в салоне мне установили защиты бамперов, передние, задние, боковые, хромированные, то есть в черном цвете у меня УАЗик. Вот. Плюс коврики, как они мне сказали, что они мне подарили. Стандартные коврики. Вообще не понимаю прикола, что за фишка, постоянно там говорит, там, вот там, мы вам дарим коврики, там. Это стандартно должно быть, коврики, это само собой понятно, разумеешься. Вот, что еще, вот, потом они сказали, сделали антикор по кузову вообще, там, которую я вообще не ощутил, у меня через 2 месяца, ну, что я в ноябре взял, через 2 месяца петли спереди, которые в бампере торчат, вот, эти петли заржавели. Приехал к дилеру, говорю, ребят, так не устраивает меня, давайте. Говорили, антикор, где антикор? Это не гарантийный случай. Я говорю, вы что, ребят, на приколе, что ли? Тут эти петли железные, УАЗик сгниет, эти петли не сгниют. Я говорю, меня не волнует, я говорю, я купил черную машину, я говорю, я хочу, чтобы она была черная, я говорю, везде. Я говорю, что-то за 2 ржавых куска, которые торчат с бампера. Вот. В итоге, короче, они заявку мурыжили, плюс у меня недочеты магнитола, короче. Ну, я там полазил, пощелкал, ну, установил там приложухи. Вот. В итоге она перестала у меня показывать камеру заднего вида, когда назад сдаю. То есть, ну, парктроники, полностью комплектация, почти максималка. Плюс еще сиденья, короче, я торганул. Кто-то поворачивается. Вот такие вот сиденья получаются. Вот. Сейчас включу свет, чтобы вам получше было видно. Ну, такие, короче, удобные ковши, там все дела, там все. С поддержкой, не поддержкой. Вот. Сиденья реально удобные. Ништяк просто. Все, как бы, поддержка, не поддержка. Зимой, за зиму я в Уфе живу, как бы, в Уфе сам. Поэтому, как бы, взял машину, ну, полноприводную, там. Все, поставил сразу диодные лампы. Вспышки ФСО поставил. Противотуманки диодные, ближний, дальний диодный. Потому что, ну, как бы, вроде все говорят нормальный свет. Сейчас вам покажу. Блин, как поменять. Перед, зад, щелкнул. Блин, я не знаю, как на этих аппаратурах менять. Короче, отдельно, если будет желание, ребят, ну скажите. У меня, в принципе, есть там вид, там, ну, коротенькие ролики там на канале. Канал у меня вообще разные машины, там, черные, белые, люксо. Ну, короткие, короче, такие нарезки, короче, мелкие там все этот. Ну вот, ну, закидывают, что как. Ну, слышите, нет, может быть, там, хруст, не хруст. Вот это вот. Да, прешь. Короче, в начале, вот, перед прохождением нулевого ТО, у меня, короче, какая-то херня начала подстукивать, непонятно, в левой части, в ходовке. Вот. Приехал в автосалон, мне, короче, говорит, да подожди, ты нормально, все будет ништяк. Там, тебе там, короче, там, 5-е, 10-е, там, приездится. У меня, короче, приехал, у меня был целый перечень, там, 8 там пунктов, такие я выписал на телефон, все, короче, говорю, вот, ребят, нужно вот это исправить. Конечно. Дал, короче, консультанту этому, который там на приемке, там что-то был, короче, такой.
И он такой раз этот, ну, скрин сделал, привозит этим техникам, мужики стоят такие, короче. А покупал я, получается, в автодворе базисный проезд 6. Вот. Показывают, такой смотрит, да хера протянем, да и нормально будет. Я говорю, что за хера протянем? Короче, протянули, я там просидел с 11 дня до 7 вечера. В 7 вечера я только выехал оттуда. В итоге они за все это время мне только протянули там кузов. Я сам, короче, взял бесшумные замки, купил, короче, сразу поменял там пока отвертки, все, думаю, что ждать там. Плюс, короче, масло не меняют. Я говорю, вы что, ребят, на приколе, что ли, меняйте масло. Ну, машина там прошла, я приехал, что-то, там надо было от 2500 до 3, что ли, приехать, первое ТО. Я приехал на 5, короче. Вот. Масло не надо, говорит, это же новый УАЗик, говорит. Там, говорит, ну, мне, короче, говорит, этот консультант, короче, не буду называть имя, потому что я забыл. Уже и не запоминал. Вот. Говорит, да нормально, говорит, что ты, говорит, этот, на 15 тысячах на первом ТО, короче, поменяешь, ништяк будет, короче. Я говорю, ты что, на приколе, меняй давай, короче, заставил менять масло, короче, в двигателе. Коробки я не менял, вот. Поменяли, короче, масло. Вот, в 7, короче, я выехал оттуда, а потом я говорю, вот у меня еще, говорю, такая проблема, что, говорю, руль, ну, когда крутишь, скрип есть, идет такой небольшой, короче, скрип, вот. Менты тут кого-то принимают, возможно, не знаю, ну ладно, это не волнует. Вот. Вид, кстати, УАЗика, там тоже в коротком ролике посмотрите, там где вспышки ФСО, тоже, если интересно, там полазите, посмотрите, короче. Вот. Короче, в итоге, я говорю, вот слушай, вот, ну, не знаю, может, там слышно будет, нет, вот. Вот. Короче, такая. Плюс еще ко всему к этому. Блин, как бы его поменять, блин. Не знаю, блин. Короче, еще плюс руль люфтит. Вот. Вот место. Ну вот, на автомате все. Чтобы не думали, что рассказываю. Сказки. Не сказки. Вот. Получается, ну вот, до сих пор так езжу. Он мне, короче, говорит, да что ты, говорит, подожди, нормально будет, короче, этот, говорит, притрется. Я говорю, понятно, говорю. Все через бумаги надо, короче, все, такой геморрой просто. Вот сиденье тоже хрустит, блин. Хрустит постоянно, вот, я уже все, что можно было, смазал, куда можно было, только ВДшку накидал там. Невозможно просто, реально. Вот. Плюс, ко всему этому, расход был сумасшедший просто. До 750, до 800 километров он жрал 30 литров. Около 30-ки. После 800 километров до 2500 он уже где-то хавал литров 24-25. Это он так, короче, ел до... Ну, вот после 800 километров до 2500, до 3000. Потом снизилось, короче, уже 18, 19, это плюс ко всему к этому я старался, как бы, ну, не натапливать. Иногда, конечно, давал в пол, короче, но там, как бы, я не мерил, вот. А замерял на спокойной езде, вот. И сейчас вот у меня, получается, заправлялся, у меня там в баке было на 2200, вот. Запас хода показывает вообще никак он, короче, не бьется. Не понимается вообще, короче, запас хода. Тут, короче, бортовой компьютер, он сам своей жизнью живет. Температуру тоже он, кстати, показывает. Непонятно, какую он показывает. Жарко на улице. Ну, примерно по цифрам понимаю, что жарко на улице, либо холодно. Вот. Это просто жесть. Ну, как бы реально градусы там на улице там 28-29, по погоде он показывает 42. Не знаю, откуда он берет. На борту, за бортом, вообще не ясно просто. Вот. Если на приоре показывают, то реально показывает такая температура, то есть там то все понятно. Здесь как бы вот. Плюс по расходу, и вот я на 2200 заправился, плюс у меня что-то было там в баке, ну уже горела красная лампа, вот, и, ну полный бак, получается здесь 58 литров. 58 литров, что-то у меня получилось проехать около 250 километров. Ну это просто, это жесть, вот, просто, ну 60 литров на 250 километров. Ну, тоже опять получается около 20 с чем-то. 22-23. Ну, приблизительно вообще, я как бы не считаю, не на калькуляторе.
Вот, накипело, наболело, вот. В принципе, машину, ну, у меня черный, как бы, в потоке уступают везде, ну, вспышки еще поставил, да и без вспышек, в принципе, везде, как бы, пропускают, как бы, ну, такое, проблем нету. В пробках, везде, где нужно, сразу пропускают, как бы, там, видно машину, посадка очень удобная, вот. Коробка, конечно, 6-ступенчатая, такие затупки есть на начальных, либо в гору ты поднимаешься, она начинает что-то как задумываться, потом, короче, резко кидает оборот, ну, пониженную передачу кидает, получается, обороты сразу взлетают, вот, ну, провал есть такой, вот. Если ты просто, короче, тошнишь так потихоньку, то, как бы, нормально идет она там, в принципе, как бы, комфортно все. Вот. Если, конечно, хочешь поднаваливать, эта машина не про тебя вообще, конечно. Вот. Ну, разгоняется, тормоза страшно просто не за себя, а за других просто, чтобы не прилетел куда-то в жопу. Вот. А так все видно, обзор нормальная, камера. Ну, вначале вот у меня датчик показывал, то есть датчики, ну, парктроники спереди, сзади, вот. До того, как мне вот перепрошили магнитолу, вот, я там устанавливал приложухи, я нашел, как это все делается, все это, вот. У меня показывало расстояние спереди, получается, до бампера, в сантиметрах там показывает, удобно, вот, сзади камера. Перепрошили магнитолу, теперь у меня спереди не показывает расстояние, просто она пищит. Все, короче, вот, ну, когда включаешь парктроник, тоже кнопка тут получается. Блин, я не знаю, что за... Вот. Какие-то тут яркости устанавливаются. Сейчас. Что за на приколе, короче. Настройки. Просто я не профессионал в этом деле. Так вот, короче, думаю, выскочу, запишу видосик. Вот. Вот, получается, что здесь? Просто, блин, я бы эту херню, блин, показал бы. Неудобно, блин. Вот. Ну, комплектация. Что тут получается? Шайба. Вот. Шайба. Ну, подогрев, получается, передних сидений, руля и парктроники, кнопка. Вот, что еще вам рассказать? Ну, такое, конечно. Удобно, большая, диван заталкивал, там сиденье сзади, короче, складываешь, диван помещается. 1,80 м, ну, такой небольшой, небольших габаритов диван, он помещается нормально. Вот. Зимой я нигде не застрял, на полном приводе сумасшедшие там были снега, вообще не чувствуют, на шипах уверенно просто, как бы везде едет, вот, проблем никаких не было. В этом плане просто, ну, сумасшедшая машина, как бы, без всяких там торсонов, без всяких там террейн-респонсов, которые там устанавливают. Просто один момент был, что катался на полном приводе, вот, забуксовал, вот, и все, ни туда, ни сюда, короче. Вот, понижайку включил сразу, раз и поехал, и вообще отлично. Мне, ну, просто там по кайфу все ништяк было, короче. Вот. Плюс ко всему к этому, как бы, в принципе, перфорация такого, как бы там, как бы, ну, там нету вентиляции сиденья. Она, в принципе, особо не нужна. Вот. Что еще? Подогрев лобового, заднего стекла есть. Отключение стабилизации, оффроуд режим. Забыл, что он, в принципе, он как бы такого особо ничего не дает, не знаю, но я включаю, какие-то стабилизации, не стабилизации, что-то он там помогает. Вот, что еще из плюшек удобно. Ну, круиз-контроль есть здесь, вот, ну, на руле, переключение громкости, круиз-контроль, что еще, ограничение скорости есть, стеклоподъемники такие, короче, странные, с задержкой, короче, бывает такое, ну, не знаю, релюха щелкает, что-то мне, короче, говорит, надо заехать, вот, ну, работает, ладно, пока что, вот. Сейчас. Вот, поэтому, ну, сейчас вот расход такой, конечно, газ хочу поставить, пропан поставить. Вот, вроде бы как. Все равно, в любом случае, Патрик, это газ, это пропан, это однозначно. Метан не хочу, потому что там тоже, короче, ну, во-первых, установка дороже, а во-вторых, ну, плюс дополнительный вес, он там весит во сколько раз больше, там, сколько там, 200-300 килограмм лишнего возить тоже не хочется. Вот, плюс это все на расход. Я и так сам в основном катаюсь, что мне по кайфу было, я поэтому взял. Вот. Такие фокусы, в принципе, как бы этот. А, еще плюс у меня придирка, то есть печка. Зимой непонятно бывает, если на все включишь, еще сзади, ну, дополнительная печка есть вот здесь вот, короче.
под бардачком. Там печка у пассажиров есть, включается, вот. И один раз было такое, ну, даже не один раз, пару раз было, что прям в ноги, ну, водительский, где вот у меня, получается, прям дует нереально, прям просто ад какой-то. Она нерегулируемый жар просто валит и все. Ну, летом сейчас такого нету, как бы, кондер, климат-контроль такой, такой. Врубаешь авто, короче, он просто лупит максимально и все. Такого нету, что он что-то регулирует, он просто максимум лупит и все. Так что вот так вот. В принципе, ну что, скрип сиденья, короче, не знаю, буду я долбить на первом ТО. Хруст какой-то, глухой звук, короче, в ходовке. Не знаю, ребят, если кто знает, как сталкивался, подскажите, как бы, ну, прям со старту тоже как-то подозрительно. Не критично он, конечно, вот, но он все равно есть, это неприятно. Вот, ну, так, в принципе, тачка нормально нравится. Вот, что еще. Ну, двери регулировал, замки, как бы, такое. И поэтому, в принципе, как бы, таких, как бы, ну, претензий нету. Вот. Ну, все, что, как бы, есть, вот я сказал. Мафон, получается, что еще. Вот. Сиденье скрипит. Потом, ну, крышка багажника что-то тоже пока. Ну, бывает, нет, какой-то звук, короче, внутри, не знаю, это надо шумить, короче. Вот, разбираться с этой темой, короче. Вот. Так что вот так вот, ребят, пишите комментарии, у кого какие, кто сталкивался с какими-то плюшками, фокусами. Вот, буду снимать. Если есть желание, тоже задавайте вопросы, буду отвечать вам. Поэтому пишите, плюсуйте, ставьте комментарии. Вот канал новый, я как бы, ну, так как я знаю, не купленный, поэтому говорю как есть. Поэтому подписывайтесь, ставьте лайки. Вот, буду в дальнейшем снимать, там, вот, планирую летом, ну, уже лето, вот, где-то месяц, может, через 2 недели поехать на юга тоже, ну, поездку буду снимать, так что следите, вот, будем, бездорожье, все там будет, плотно будет очень, с программами, там, джиперы тоже ждут меня, будем тестировать все возможности, как может, как не может. Так что всех обнял, поднял. Зовут меня Оскар. Кто не знал, вот, 29 лет мне. Вот, поэтому будем знакомы. Подписывайтесь, буду рад. Всем отвечу. Давайте.